Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости эзотерического канала Тайный Мир. В этом видео я расскажу вам о счастливой примете про чихание и чихалка дали по времени и дням недели. И перед началом, хочу поинтересоваться, нужен ли вам помощник в любой ситуации? Хотите узнать, как вернуть любовь? В чем секрет успеха? Что ждет в будущем? Экстрасенсы, астрологи и гадалки помогут найти ответы на любые вопросы. Узнайте секреты счастливой любви, успеха в бизнесе, отношениях и карьере. Первая консультация с любым экспертом бесплатно. Подробнее по ссылке в описании. Чихнуть у большинства народов – хорошая примета. Педантичные англичане разработали целую систему примет чихания по времени. Русские собиратели примет постарались не отстать и собрали целый свод правил и примет, связанных с чихом. Чихание считалось знаком богов у большинства древних цивилизаций. Древние греческие философы не сомневались, что чихание прочищает не нос, а разум человека, делает его восприимчивым для свежих идей и вдохновения. Отчасти они правы, при чихании на короткое время улучшается снабжение мозга кислородом. При определенной привычке к интеллектуальным упражнениям, особенно в полемике, требующей моментальной реакции, в момент чиха мозг действительно способен выдать неожиданную и интересную мысль. Некоторые ученые и ораторы даже носили с собой специальное длинное и тонкое перышко, которым щекотали в носу, провоцируя вдохновение. Основные приметы про чихание. Чихнуть во время разговора – дополнительный аргумент к вашим словам. Примета подтверждает, что вы говорите правду. Самое счастливое время для чихания – утром до завтрака. Это означает, что весь день будет удачным и счастливым. Чихнуть воскресным утром – готовьтесь к самым приятным и неожиданным сюрпризам. Чихнуть, начиная новое дело, к удаче и успешному быстрому завершению работ. Во время размышлений, к новой, свежей идее, которая окажется исключительно дельной и полезной. В день свадьбы, но до произнесения клятв, к счастливому браку. Во время приема пищи, примета сулит найти верного приятеля в самое ближайшее время. Вы познакомитесь с интересным человеком, если проявите инициативу. В Новый год, во время боя курантов, следующий год будет для вас особенным, необычным, наполненным удивительными событиями. В бане, в сауне, к деньгам, в бассейне, к денежным тратам, к прибавлению финансов, подаркам чихает и кошка. В комнатах и в кабинетах, к удаче, а на улице или в коридоре, к досадной оплошности. Если в ответ вы слышите пожелание здоровья, это к везению, прибыли, исполнению мечты. Если кто-то собирается чихнуть, нужно успеть загадать желание. Чем громче получится чих, тем больше вероятность исполнения желания. Если кто-то чихает на вас, он может заразить вас своей судьбой. Хорошо, если это богатый и успешный человек с интересной, увлекательной жизнью. Среди женщин даже имеется поверье, что чихом беременной можно обеспечить себе счастливое потомство. Почихота во время болезни считается хорошей приметой и означает высокую вероятность быстрого выздоровления. Приметы разных народов. Череда чихов по ирландским приметам – повод немедленно выпить. Выпивка, по мнению ирландцев, прогоняет троллей, эльфов и прочую нечисть, которая не подступится к пьяному человеку. Англичане полагают, что таким образом человек расплачивается за слишком смелые ожидания и напрасные надежды. Русские считают, что так прогоняется нечистый, который пытался подать плохую идею. В целом, несмотря на значительное расстояние между странами, можно заметить, что идеи русских и ирландцев схожи. Шотландцы относились к первому чиханию младенца с особым трепетом. Считалось, что новорожденного ребенка нужно всячески оберегать от злых сил, его могут забрать или подменить горные духи. Но только до первого чиха. Младенец чихнул, значит, его больше не могут подменить, он научился защищаться от нечисти самостоятельно. Избалованные и жизнелюбивые римляне полагали, что каждый раз, когда кто-то предается почихоте, где-то рождается ослепительная красавица. Предполагалось, что и почихота, и рождение красавицы – проделки малолетнего Амура или Купидона, шаловливого бога любви. Чихалка знаменитого исследователя примет, пословиц, поговорок и традиций далее. Ранним утром – к хорошему дню, до полудня – к свиданию, днем – к отличной свежей мысли, вечером – к выпивке, ночью – к удаче в любви, проснуться от чихания к неожиданности, к внезапной поездке, визиту гостей, премии или непредвиденной трате. Чихалка по дням недели. Понедельник – приятное событие, радость, сюрприз. Вторник – полезная встреча или интересное наблюдение. Среда – прислушивайтесь к новостям, узнайте нечто полезное. Четверг – хороший день для выгодных покупок. Пятница – свидание, интересная встреча, много разных событий. Суббота – загадывайте желания. Воскресенье – нужно помочь друзьям. Гости – встреча.
Всем спасибо за просмотр. Ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего важного. До новых встреч!